Друзья, приветствую вас! Утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, а также какие движения ожидаются сегодня на российском рынке на открытии по доллару, евро, рублю, нефти, золоту и другим ключевым активам. На сегодня из макроэкономической статистики в 16:30 число первичных заявок на получение пособий по безработице США. Вот это наиболее такой важный параметр, на котором обычно начинается очень активное движение на рынке. Так, далее то, что касается ковида. Сейчас зима в северном полушарии, поэтому вполне естественно идет снижение роста новых случаев. В США уже почти 100 тысяч, только 100 тысяч в день. В России 16 тысяч. То есть здесь достаточно позитивная динамика. В Великобритании вообще произошел откат. И на текущий момент 17 тысяч против десятков тысяч, которые были ранее. Все это указывает на то, что достаточно позитивный момент, и давление на экономику со стороны ковида, оно ослабляется. Что здесь важно? Вот эти цифры, они работают где-то с лагом в месяц. То есть сейчас вот пошло такое снижение. Даже если здесь будет плата, то где-то через месяц вот эти цифры о себе дадут знать. Потому что месяц это как раз то время, когда возможны негативные последствия, то есть там какие-то осложнения. Соответственно, если идет снижение количества заболеваний, то через месяц где-то будет провал по смертям и другим негативным последствиям заболевания. Так, вот то, что касается вакцинирования, здесь, к сожалению, скорость в день не растет. Уже вакцинировано 108 миллионов, но 4,25 миллионов в день это достаточно низкая скорость. Поэтому отсюда я вижу, может возникнуть в среднесрочной перспективе риск того, что вот эта вот вакцина, которую вводят, она не успеет до следующей волны. Так, то, что касается Baltic Dry. Стоимость морского фрахта продолжает падать. Уже ушел он ниже 1400. Это индикатор, который может указывать на то, что в ближайшее время что-то произойдет с мировой экономикой негативное. Если пойдет дальнейшее развитие снижения вот в этот диапазон, который 1250-1100, то вполне вероятно, что мы где-то находимся рядом с новой волной кризиса. Потому как уход ниже этой зоны будет указывать на то, что мы можем получить негативное развитие сценария, как у нас было в начале 2020 года. Так, друзья, по поводу санкций вчера рассматривалось в Конгрессе, в Сенате Соединенных Штатов. Они планируют вводить персональные санкции против конкретных людей. И этот процесс получил свое развитие. Посмотрим, как будут развиваться здесь действия. Но, как правило, такие законопроекты, они могут очень длительное время рассматриваться. Первый шаг сделан, но как события будут развиваться, пока не до конца ясно. Так, далее китайский фондовый рынок. Он сегодня пытается отскочить. Опять же, сейчас пошла вот эта вот волна снижения, но нижняя граница уверенно не пробита. Поэтому с учетом того, что был ложный пробой, вполне возможно, что мы закрепимся. Точнее, китайцы закрепятся выше этого значения. И если не пойдет дальнейшего снижения ниже 5250, то ситуация здесь стабилизируется, и по крайней мере со стороны Китая не будет негативного давления на рынок нефти и на мировые финансовые фондовые рынки. Так, друзья, далее VIX, тоже дневной таймфрейм. Смотрите, красотища. Ушли аж на 23. Но все это, я думаю, ненадолго. То есть, с одной стороны, момент, конечно, позитивный, что это движение состоялось и вернулись вот в эту консолидацию, которая 27-21,5. Но поскольку пошли такие рывки, это говорит о том, что мы где-то уже близко с очередным этапом кризиса. Так, далее индекс доллара, он продолжает свой рост, но здесь 91,5 пока не пробито. Все это идет в рамках консолидации, которая находится в диапазоне 89,1-91,5. Вот такая здоровенная консолидация. Но если, конечно, рассматривать в рамках месячного таймфрейма, то мы сейчас
с наибольшей степенью вероятности должны идти наверх и тестировать 99-99,5. По образу и подобию, как у нас такая картина ранее возникала в 2018 году. Вот. Критерий того, что это движение состоится, пробой закрепления 91,5. Так, друзья, давайте посмотрим, что у нас с позициями на форсе ММВБ. Так, вот фьючерс на РТС. Здесь юридические лица делают ставку на то, что сегодня РТС будет расти. Фьючерс на Сбербанк. Здесь тоже ставка на то, что будет рост, причем достаточно уверенная такая ставка. Ожидают отскок по Сбербанку. Так, далее Газпром. Ну, по Газпрому тоже срезали шорты, ждут роста Газпрома. Так, дальше Сишка, рубль-доллар. Здесь срезали лонги, то есть ожидают укрепления рубля. Ну и вот касательно санкций, всех этих геополитических рисков, здесь ситуация, она развивается волнообразно. То есть вот та волна, которая была, первая волна, я считаю, она прошла. Сейчас будет какое-то время затишье. Но, конечно же, здесь ситуация будет развиваться очень энергично, но с некоторым временным лагом. Евро-рубль, здесь тоже ставка очень уверенная на укрепление рубля против евро. Евро-доллар, здесь ставка на боковик. Так, нефть, здесь ставка на продолжение роста. Далее серебро, здесь ставка на отскок. Но по металлам сейчас, по-моему, негативная динамика с утра. Так, далее золото, по золоту ставку на рост, отскок золота. Но здесь я бы сказал так, что все-таки боковик или продолжение снижения. Есть здесь ряд моментов, которые указывают на то, что пока еще ситуация не созрела для роста, и все-таки больше факторов свидетельствует на то, что будет боковик и задерг вниз. Так, друзья, давайте перейдем к нефти. Brent, дневной таймфрейм. Здесь у нас идет движение на 60. Зашли в диапазон 58-62. И закрепление в этом диапазоне, консолидация будет указывать на то, что нефть будет продолжать расти. Так, ну вот вчера вечером я ожидал, что будет коррекционный откат. Отката не произошло, рост по нефти продолжается. Вот, но я думаю, все-таки уже на текущем этапе здесь идет добивание тех, у кого открыты короткие позиции, то есть ставка на снижение нефти. Но сейчас как бы рост идет, никаких оснований видимых для отката здесь сейчас я не наблюдаю. Какой здесь может быть момент? Если вот сейчас идет движение вниз и возникает пробой 58,2, в этой ситуации мы все-таки увидим коррекционный откат, и цель этого отката будет движение на 57,5. 57,5, и в случае, если 57,2 не будет удержан, то разовьется дальнейшее движение вниз. Вот. Но опять же, динамика вот этого движения указывает на то, что дожигают шортистов. И пока ключевой уровень здесь не пробит, но мы вот так вот ползти на 60 и будем. Вот когда будет достигнуто 60, здесь уже возможны варианты. Так, друзья, далее золото. Здесь произошел задерг вниз, ушли под 1830. Ну и соответственно, если мы в первой половине дня не выйдем из этого штопора, то движение будет на 1800-1801. Вот сейчас на 4-часовом таймфрейме здесь формируется разворотная формация, и цель отскока движения в район 1835. Так, далее серебро, 4-часовой таймфрейм. Здесь ситуация схожа с золотом, тоже сходили, но опять же 26,2, 26 так и не пробили. И поэтому здесь, если вот это движение не повторится и не будет сейчас пробоя 26,2, 26, то весьма вероятно, что отсюда пойдет коррекционный отскок. И по серебру цель этого отскока 27-25. Если здесь будет пробой, то у нас следующая цель это 25,2, 25. Так, друзья, далее евро-доллар. Но идет рост индекса доллара. Это связано с тем, что сейчас возможен разворот потоков капитала. Соответственно, здесь какое ожидание? Пробитие 1,2. Если такое пробитие возникает, то мы очень быстро можем сходить на 1,18, может быть даже 1,16. Но 1,18. Более сильное движение без кризисных явлений, оно, я думаю, все-таки маловероятно. Вот. Если мы 1,2 сейчас не пробьем в ближайшие часы, то отсюда у нас сформируется отскок. Цель этого отскока 1,2047. Вот сюда вот.
Так, далее рубль-доллар, дневной таймфрейм. Юрики делают ставку на укрепление рубля против доллара и против евро. И сейчас поэтому на открытии с учетом выросшей цены на нефть весьма вероятно будет пробитие 75,8 и движение с целью сходить на 75,5, 75,6 вот сюда, вот в этот диапазон. Если переходить к часовому таймфрейму, то мы находимся в боковике. Верхняя граница 76,2, о ней мы неоднократно с вами говорили. И нижняя граница 75,75. Вот сейчас на открытии наиболее вероятно будет тестирование нижней границы. Вот это и в случае пробоя движение на 75,6, 75,5 вот сюда, вот в этот диапазон. Конечно, с учетом роста цены на нефть напрашивается и более сильное движение укрепления рубля на 75,15 и 74,9. Но с учетом геополитических рисков, наверное, так сильно развернуться не дадут. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, дневной таймфрейм. Здесь у нас сформирована цель движения. Первая это 142 тысячи. Если здесь закрепляемся, то отсюда следующий импульс движения на 148 тысяч, вот сюда, вот в этот диапазон. Сейчас наиболее вероятно будет движение вниз, вверх. Соответственно, вот этот импульс не сработает, если происходит откат и пробитие 138 тысяч. Я думаю, высока вероятность того, что мы уже в первой половине дня, возможно, сходим на 142 тысячи. Ну, 141 500, 140 тысяч. Прям вот напрашивается продолжение вот этого движения. Так, друзья, далее вопрос был по акциям компании FarmSynthesis. Месячный таймфрейм, ранее мы ее рассматривали. Там сейчас история, связанная с модификацией препарата Neovir, и что этот препарат, возможно, будет эффективен против ряда заболеваний, в том числе против коронавирусной инфекции. Переходя на дневной таймфрейм, здесь действительно интересная ситуация. Если в ближайшие дни будет пробито 7,3, 7,4, вот этот диапазон, то нас ожидает движение по этим акциям. Цель этого движения находится, первая цель это 7,7, а вообще здесь цель 8,2. Потестить вот эту вершину, и в случае пробития, там есть застарелая цель движения на 12. Вот. Если здесь не происходит пробоя вот этого диапазона, то нас ожидает с этих уровней коррекционный откат, и цель этого отката сначала 6,9 и потом движение на 6,7, вот сюда вот. С моей точки зрения, вот эта история с препаратом Neovir, это некий иммуностимулятор. Я не думаю, что она в средней и долгосрочной перспективе какой-то существенный импульс развития даст. То есть краткосрочно движение может вполне состояться на 8,2, может быть даже на 12 разгонит. Но в перспективе я не думаю, что этот препарат он покажет свою эффективность в данном вопросе. Опять же, это мое субъективное мнение. Так, друзья, далее Сбербанк. Но я думаю, здесь высока вероятность того, что на открытии у нас разовьется прямо вот отсюда движение. Первая цель 268. И в случае закрепления на 268 нас ждет движение на 272. Вот этот сценарий не сработает, если возникает на открытии коррекционный откат и пробитие 260. Пока все факторы указывают на то, что будет рост. Так, друзья, далее Газпром. Здесь пока в силе основной сценарий это движение на 220 и потом 224. Часовой таймфрейм. Соответственно, это движение не получается, если происходит коррекционный откат и пробитие 214,5. Вот. Но сейчас высока вероятность того, что мы получим движение наверх и, соответственно, 220, потом 224. Так, далее Норильский никель. Смотрите, здесь очень интересная ситуация возникла. С одной стороны, пробит сильный уровень 25, и после этого в таких ситуациях часто развивается коррекционный откат. Вот по Норникелю здесь цель была движение 23 300. Вот, но вот здесь, в этом диапазоне, все это движение вниз откупили. Сейчас было закрытие выше 25, и сейчас вполне вероятно сегодня мы получим движение, импульс наверх, его цель будет 26 тысяч.
Может быть не сегодня, может быть завтра, но вот в ближайшие дни высока вероятность того, что это движение реализуется. Соответственно, это движение не проходит, если здесь возникает коррекционный откат и пробитие 24 500, 24 300. Такое движение будет указывать на то, что вот этот импульс наверх, он не состоялся. Друзья, все, основные активы. Спасибо за внимание. До свидания.